Каждый раз, когда я готовлю это блюдо, семья говорит, это вкуснее, чем в ресторане. Попробуйте и вы, и расскажите, понравилось ли вашим близким. Готовится всего за 20 минут, идеально после работы. Простые ингредиенты, которые почти всегда есть дома. И начнем с курицы. Разрезаем каждую куриную грудку вдоль пополам. Так она готовится быстрее и получается нежнее. В сковороде растапливаем кусочек сливочного масла. Добавим немного оливкового масла, так масло не подгорит, а курица получится с красивой золотистой корочкой. Выкладываем куриные грудки на горячую сковородку в один слой. Главное не класть слишком много, пусть у каждого кусочка будет свое место и немного пространства. Приправляем курицу солью и черным молотым перцем по вкусу. И обжариваем 4-5 минут с одной стороны на среднем огне. Не трогаем, пусть курочка спокойно подрумянится. Теперь переворачиваем, только посмотрите, какая золотистая. Выглядит просто сногсшибательно, а запах невероятный. Теперь приправляем вторую сторону солью и черным молотым перцем. И снова пару минут держим на огне, чтобы курица хорошо прожарилась, но осталась сочной. А пока курица жарится, займемся чесноком. 3 зубчика чеснока, раздавливаем зубчики плоской стороной ножа, аромат сразу пробуждается. Вот так, идеально. А теперь мелко порубим. Кто любит поострее, добавьте лишний зубчик, я не против. Готово. Наша курочка тоже готова. Посмотрите, какая она румяная, сочная и очень вкусная. Перекладываем куриные грудки в тарелку и отставим в сторону, пусть отдохнет. А в ту же сковородку, где жарилась курица, добавляем кусочек сливочного масла и отправляем чеснок. Обжариваем буквально 30 секунд до появления аромата. Снимите сковородку с огня и отставьте в сторону, чтобы чеснок не подгорел. А мы с вами займемся грибами. Нарезаем шампиньоны. Я люблю использовать микс грибов. У меня здесь крупные шампиньоны портабелло, коричневые шампиньоны и парочку белых классических. Нарезаем толстыми ломтиками, чтобы грибы получились сочными, нежными и буквально таяли во рту и в нежном сливочном соусе. Отправляем нарезанные грибы в сковородку и обжариваем 5-7 минут до испарения влаги. Можно обжарить до красивого румяного золотистого цвета, как вы любите. Теперь к грибам добавляем сливки, доводим до кипения. Пахнет уже просто невероятно. Грибы в ароматном сливочном соусе. Приправьте по вкусу солью, черным молотым перцем и можно добавить немного хлопьев сладкой паприки, по желанию. Натираю в соус пармезан. Он придаст такую солоноватую, сливочную, ореховую нотку. Можно добавить немного куриного бульона или еще сливок для желаемой густоты и консистенции. Перемешайте соус и еще раз дайте ему закипеть. Пока соус готовится на маленьком огне, нарезаем вяленые помидоры. Буквально небольшая горсть вяленых помидоров, они у меня в оливковом масле. В сковородку прямо к грибам добавляем горсть шпината и отправляем нарезанные вяленые помидоры. Получится невероятно вкусно, нежно и сочно. Вот такой вот осенний вкусный ужин из грибов с курицей, со шпинатом и с вялеными томатами. В соус возвращаем кусочки курицы. Выкладываем их прямо сверху, и пусть они прогреются буквально пару минут. Друзья, а если вы любите такие быстрые, вкусные ужины для всей семьи, обязательно подписывайтесь на канал, не забудьте поделиться рецептом с друзьями. Я уверена, что они скажут вам спасибо. Сверху можно посыпать еще немного, натереть пармезан.
И только посмотрите, выглядит невероятно вкусно, аппетитно. Снимаем с огня, наш вкусный быстрый ужин уже готов. Можно звать всю семью за стол. Только посмотрите на этот кусочек курицы, он просто потрясающий. Подаем с пастой, рисом или картофельным пюре, все подходит. Я обычно кладу курицу прямо на тарелку и щедро поливаю соусом и щедро добавляю грибочки. Посмотрите, какая она золотистая, сочная, вкусная, аппетитная. Давайте попробуем. Мягкая курица, кремовый вкус сливок, пармезана, грибов. Семья всегда говорит, это вкуснее, чем в ресторане.